Всем привет! В этом уроке мы научимся работать с анимированными шрифтами в Touch Designer и отправлять полученный текст в Резолюм. Анимированный шрифт — это буквы и символы, сделанные с разными эффектами и сохраненные в отдельных файлах. Найти их можно на специальных сайтах. После того, как найдете подходящий шрифт, скачайте его и распакуйте архив. Давайте начнем собирать патч в Touch Designer. Добавляем компонент Field. Мы будем использовать его для ввода текста, который будет анимироваться. Затем добавляем фолдер вкладки дат и указываем папку, в которой находится анимированный шрифт. Добавляем компонент контейнер, создаем два входа и подключаем к ним field и folder. Теперь нам необходимо получить отдельно каждую букву и слово. Для этого переводим значение из таблицы в текст и форматируем его так, чтобы после каждой буквы стоял разделитель. С помощью этих разделителей переводим текст в таблицу и получаем каждую букву в отдельной колонке. И еще раз форматируем данные, чтобы каждое значение было в одной колонке на разных строках. Все это сделано для того, чтобы чуть позже можно было автоматически повторять все операции с помощью компонента репликатор. Теперь нам необходимо создать алгоритм, который будет сверять буквы и искать соответствующий файл с буквой в папке. Создаем контейнер и подключаем ноды с текстом и папкой. Теперь выбираем из нашей таблицы номер колонки, соответствующий номеру родительского контейнера. Добавляем -1, так как значение у нас начинается с колонки 0. Далее мы находим файл из папки, соответствующий выбранной букве. Давайте посмотрим, как выглядит файл, который мы только что выбрали из папки, и узнаем его разрешение. Теперь выставим разрешение контейнера равным разрешению буквы анимированного шрифта. Также включаем отображение нашей буквы в самом контейнере. Добавляем компонент репликатор. Назначаем контейнер как мастер-оператор и указываем таблицу шаблоном для выполнения операций. Появились контейнеры с буквами из нашего текста, и возникла проблема в том, что у нас два контейнера с первой буквой. В одном мы только что собирали алгоритм, и второй созданный компонентом репликатор. Чтобы исправить это, необходимо раскомментировать строку с параметрами отображения и выключить отображение у контейнера с алгоритмом. Пересоздаем все операторы, чтобы применить исправление. Переходим на уровень выше и видим, что наши буквы уже появились в компоненте. Нам нужно их расставить на свои места, увеличить разрешение контейнера, отцентрировать и изменить масштаб. Можем уменьшить или увеличить расстояние между буквами. Для того, чтобы отправить текст в Резолюм, необходимо проверить, что во всех компонентах включен альфа-канал, и добавить ноду Siphon Spout Out. Переходим в Резолюм и добавляем из вкладки Sources источник с текстом. Теперь вы можете в реальном времени писать текст на экранах и не тратить время на бесконечный рендер заставок с именами диджеев. Спасибо, что смотрели урок. Готовый файл проекта и шрифт из урока доступен подписчикам на сервисе Patreon, ссылка в описании к видео. И если у вас остались вопросы, то не стесняйтесь задавать их в комментариях.